Сначала это выглядело как ничто. Просто еще одна узкая полоска песка и пальм, затерянная в Тихом океане. Ни причалов, ни построек, ни малейшей причины, чтобы кто-то там находился. Лейтенант Райли Бир пролетал по этому патрульному маршруту десятки раз. Та же высота, та же проверка топлива, та же спокойная гладь океана внизу. Полет должен был быть обычным. Остров под ними, Пикелот, официально считался необитаемым. Никаких постоянных жителей, никакой пресной воды. Место, отмеченное на картах в основном за тем, чтобы пилоты знали, где не стоит садиться. Райли уже думал о обратном пути, когда что-то у кромки деревьев привлекло его внимание. Движение, ни птицы, ни ветер. Что-то медленное, неровное. Словно некая фигура начала двигаться, а затем остановилась. Райли слегка накренил самолет и сделал круг. «Ты это видел?» – спросил он. Его второй пилот, лейтенант Джастин Дой, наклонился вперед, щурясь сквозь стекло. «Что именно?» Райли снизил высоту. И тогда песок стал четким, и появились буквы, 3 знака, глубоко вырезанные в пляже, настолько широкие, что отбрасывали тени даже сверху. «СОС». Джастин резко выдохнул. «Это не старое». Хватка Райли на штурвале стала жестче. Там вообще никого не должно быть. Они прошли над островом еще раз, медленнее, внимательно осматривая береговую линию. Сначала ничего не двигалось, остров снова выглядел заброшенным. А потом что-то шевельнулось в центре зарослей. Тень. Потом еще одна. Райли подался вперед. В животе неприятно сжалось. Там кто-то живой. Когда они начали снижение, из-под деревьев вышли 3 фигуры. Не бежали. Едва шли. Худые силуэты двигались так, словно собственные тела сопротивлялись им. Они подняли руки. Не высоко, не быстро. Будто даже махнуть рукой требовало слишком много сил. У линии воды стояла маленькая лодка, криво вытащенная на песок. Ее корпус был исцарапан и перекошен. Она больше напоминала не судно, а что-то, что океан отверг. Райли включил радио. «Патруль береговой охраны Чарли-7. Имеем визуальный контакт с возможными выжившими на острове Пикелот. Запрашиваем немедленную спасательную операцию и медицинскую поддержку». В ответ только треск помех. Он попробовал снова. Ничего. Джастин взглянул на приборы. «Радио передает, сигнал чистый». Райли смотрел прямо перед собой. «Значит, нас никто не слышит». Внизу одна из фигур рухнула на песок. Райли сглотнул. «Господи, нет». Джастин не ответил. Он смотрел дальше острова, к горизонту. «Райли», — тихо сказал он, — «у нас проблема». Райли проследил за его взглядом. Над водой формировалась темная полоса, широкая, быстро движущаяся. Спокойная синь под ней уже стала серой, поверхность океана ломалась резкими, неровными волнами. Фронт шторма, и он шел прямо к острову. «Сколько времени?» — спросил Райли. Джастин включил радар. Его челюсть напряглась. 20 минут, может, меньше. Самолет дернуло, когда первый порыв ветра ударил сбоку. Райли снова посмотрел вниз, на пляж. Фигуры все еще были там, теперь Дисии, где теперь они сбились вместе, цепляясь друг за друга, словно знали, впереди что-то еще хуже. Подъем на лебедке при усиливающемся ветре был опасен, слишком опасен. Один неверный рывок, и трос мог швырнуть человека в фюзеляж. Одно резкое падение, и их утащит в прибой, который уже начинал подниматься. Но оставить их... Капли дождя застучали по лобовому стеклу. Потом еще. Пальмы внизу резко согнулись, их листья ломались под ветром. «Готовьте аварийный сброс ЦГИ», — приказал Райли. «Еда, вода, медицинский набор, двусторонняя рация. Быстро!» Экипаж действовал молча, без колебаний. Райли боролся с управлением, удерживая самолет как можно стабильнее, пока груз закрепляли. Они зависли низко, ниже, чем позволял протокол. Ветер снова толкнул их в бок. «Сброс!»
крикнул Райли. Пакет тяжело упал, один раз подпрыгнул и скользнул по песку. Фигуры тут же рванули к нему. Райли схватил микрофон. «Это береговая охрана США. Вы меня слышите?» Мгновение помех. Затем голос тонкий, надломленный, дрожащий. «Да, да, мы вас слышим. Пожалуйста, пожалуйста, не улетайте». Райли на секунду закрыл глаза. «Мы здесь, чтобы помочь. Надвигается шторм. Сейчас мы не можем безопасно использовать лебедку. Используйте припасы. Держитесь вместе. Мы вернемся». «Нет», — запаниковал голос. «Мы здесь 33 дня. Мы пьем дождевую воду. Мы едим крыс. Одна из нас больше не может стоять. Ей становится хуже». За голосом раздался кашель. Глубокий, влажный. Джастин наклонился. «Райли, видимость резко падает». Райли снова посмотрел на горизонт. Шторм больше не приближался. Он уже поглощал небо. И остров вот-вот должен был исчезнуть. Первая стена дождя ударила по самолету, как гравий. Через несколько секунд остров размылся, его ярко-белый песок растворился в серых полосах. Горизонт исчез. Небо и океан слились в одну движущуюся стену. Райли сражался с управлением, пока ветер швырял самолет из стороны в сторону. «Мы теряем остров!» — закричал Джастин. Райли бросил последний взгляд вниз. 3 фигуры едва различались. Маленькие темные пятна, прижавшиеся друг к другу, пока шторм поглощал пляж. Буквы «СОС» расплывались, их края уже разрушались под ливнем. Райли снова включил микрофон. «Оставайтесь с припасами. Оставайтесь на виду. Мы вернемся». Ответом была тишина. Потом ничего. Остров исчез полностью. Райли увел самолет в сторону как раз в тот момент, когда турбулентность ударила так сильно, что незакрепленное оборудование полетело по кабине. Дождь колотил по стеклу так густо, будто стал твердым. Следующие 40 минут экипаж почти не говорил. Все знали, что они оставили позади. Когда они, наконец, вырвались из шторма и приземлились на базе, Райли еще долго сидел в кабине после остановки двигателей. Его руки все еще слегка дрожали на штурвале. 3 людей. Пустой остров. И шторм, который стер все. В ту ночь Райли почти не спал. Каждый раз, закрывая глаза, он видел исчезающий пляж. Уменьшающиеся фигуры, затихающую рацию. На рассвете шторм ослаб достаточно, чтобы начать спасательную операцию. Райли не стал ждать окончания инструктажа. Самолет взлетел, как только поступило разрешение. Подлетая к координатам, Райли отчаянно всматривался в океан. На мгновение у него сжалась грудь. Остров был на месте. Песок теперь был изорван и неровен. Пальмы согнуты под странными углами. Берег был завален обломками, но почти в центре пляжа движение. «Они там», — тихо сказал Джастин. Райли снизился. Припасы были разбросаны, упаковки разорваны. Надпись «СОС» исчезла, смыта полностью. Остались только люди. Они выглядели хуже. Один из мужчин слабо махнул рукой. Другой поддерживал женщину, которая едва держалась на ногах. Ее тело обвисло, словно сама сила тяжести была для нее непосильной. Райли не колебался. «Спускать лебедку». Ветер все еще был непредсказуемым, самолет раскачивало, пока трос опускался. Каждая секунда казалась ставкой. Первым пристегнули мужчину. Его поднимали медленно, тело опасно раскачивалось, когда его подхватывал ветер. Экипаж втянул его внутрь как раз в тот момент, когда самолет снова дернуло. Он рухнул на пол, дрожа. Следующей была женщина. Когда на нее надели страховочную систему, ее голова опустилась вперед. Она не махала. Она не говорила. Пульс Райли грохотал в ушах, пока трос поднимал ее. На середине подъема резкий порыв ветра развернул ее в бок. «Осторожно!» — крикнул кто-то. Она ударилась о фюзеляж, мягко, но достаточно сильно. Когда ее затащили внутрь, медики тут же принялись за работу. Глюкоза, кислород. Руки двигались быстро.
Пульс был слабым, но он был. Последним подняли третьего мужчину. Его хватка едва держалась, когда истощение окончательно взяло верх. Добравшись до пола кабины, он не встал. Он лишь прошептал «Спасибо». Обратный полет прошел в тишине. Лишь звуки медицинской аппаратуры и поверхностное дыхание. Женщина выжила. Едва. Позже врачи сказали «еще одна ночь, еще один шторм», и она бы не пережила этого. Спустя несколько недель Райли стоял на взлетной полосе, наблюдая, как очередной патруль поднимается в небо. Остров Пикелот снова был пуст. Ни СОС, ни следов, ни признака того, что там когда-то кто-то был. Кроме одного, о чем Райли не мог забыть. Если бы он не присмотрелся внимательнее, если бы он счел это просто еще одним пустым островом, никто никогда бы не узнал, что они там были, и никто никогда бы не вернулся за ними.